Представители знака зодиака Рак, приветствую вас на канале Астро Испирационе. Прогноз Таро на будущее. Что или кто появится неожиданно, что произойдет с 20 февраля и до конца месяца, даже с заходом на 3 марта, какие грядущие события идут в вашу жизнь, идут на ваш порог. И что будет дальше? Что будет вас ожидать в ближайшее время, в ближайшем будущем? Рассмотрим выпавшие карты с позиции позитивного мышления и позитивной психологии, поскольку жизнь не бывает полностью предсказуема. Будем добрее к своей душе, к самим себе. Возможно, вот неожиданностью будет сама по себе какая-то информация, новость или возможность. Ну, вы можете услышать что-то, и у нас как глаза на что-то открываются, да, или на какой-то предыдущий процесс, может быть, у кого-то отношения. Может быть и ощущение того, что словно какая-то история затянулась слишком долго, и есть желание, вы знаете, как очнуться от сна или отряхнуться от этого сна. Мы словно были какой-то долгий период в забытии. Здесь могут быть такие события, которые как раз нам помогают выйти из каких-то прежних сомнений, прояснить некоторые позиции как и в нашей жизни, так и, может быть, в буквальных конкретных вопросах, которые это касается работы, взаимоотношений, или нам нужно выполнить определенные действия. Период до 3 марта– это коридор затмений. Ключевое значение– это как какая-то кульминация и вопрос, куда я иду дальше. Вот давайте посмотрим, как высшие силы вам помогают. Вот такие советы Таро и 3 карты, как 3 знака судьбы. Что же у вас происходит с 20 февраля и до конца, и даже до 3 марта, я бы сказала, включительно, с учетом коридора затмений. Первый знак судьбы, второй знак судьбы и третий знак судьбы. Не задаем вопросы, это как потоковая информация, чтобы узнать, что тут случится или произойдет. А теперь мы достанем по основным сферам жизни. Это что ждет вас в личной жизни, что ждет в работе или ваши планы, ваши проекты и финансы, что ждет. Вторая колода ангелов-хранителей. Мы давайте с вами узнаем, зачем вот это все было нужно, к чему это все идет и вообще, что будет дальше. Так вот, что же там будет дальше? И совет Таро. Карту откроем в самом конце. Давайте будем узнавать, что же тут неожиданно появится. Вот интересно, по аркану император тут может появиться какой-то человек, или, может быть, это вам куда-то придется срочно ехать для того, чтобы вот посетить какую-то инстанцию, официальное лицо, чиновника, представителя власти, иногда представитель законной власти, да, ну вот какая-то охрана, может быть, правопорядка. Здесь есть еще и такое значение, когда, ну, это может быть и близкий человек, вот как командир, да, все-таки император, у кого-то отец, у кого-то не обязательно, что мы по полу не рассматриваем. Не обязательно мужчина, может быть, это и женщина, но на таких командных позициях, может быть, которые, ну, вы от нее либо зависите, либо вам нужно, ну, как-то правильно выстроить взаимоотношения, понимание. У кого-то руководитель, может быть, на работе женщина, и непонятно, как договориться. Но, тем не менее, карта будет говорить о законности, о том, что принято или прописано в законе, или ну, где-то предусмотрено правилами, менталитетом вашего общества. С чем это связано? Может быть, это кто-то хочет решить сложившуюся прежде ситуацию или вам выйти как нужно из сложного положения. Для кого-то из вас вы могли столкнуться с обещаниями. Все-таки это может иногда говорить, что вам что-то обещали даже высокопоставленные лица. Почему нет? Может быть, не совсем по вашему вопросу человек был компетентен. Вы можете кому-то не доверять, вы вообще сами можете никому не доверять, именно потому что как-то и законы в отношении меня почему-то не работают. У кого-то может быть такое. Вот закон есть, но как только я хочу что-то осуществить, обязательно какой-то подзаконный акт, когда начинается непонятная игра. Вот есть явно у вас какое-то разочарование. Вы можете чувствовать себя, что это я сейчас словно мне вот вроде бы и нужно что-то предпринять. Но с другой стороны, я понимаю, что если я буду вот так вот как-то прямолинейно действовать, все-таки аркан мага, то ничего не добьюсь. Тут надо идти в обход или искать какой-то альтернативный вариант. Вы знаете, у кого-то правда. Либо это вопросы по работе или вопросы с законом.
когда вы именно ищете какие-то обходные пути. Какая-то история есть, которую вам нужно решить очень красиво. А что это еще как знак судьбы? Что происходит? А ведь и правда вы с кем-то не смогли договориться. Вам тут было что-то прежде обещано, но вас могли подвести люди. Вы могли понадеяться на того человека, на которого вообще в принципе нельзя было надеяться. Да, точно, и вы в итоге вы получили какую-то башню. Вы знаете, вы можете столкнуться точно так же, когда как ломка системы. Башня — это и есть у нас, по сути, система иерархии. Может быть, это ваше конкретное дело, у кого-то даже в суде, я могу такое предположить. Или, ну, через работу, потому что, посмотрите, это ведь все старшие арканы. Тут из младших арканов мелкие, которые говорят где-то о вот этой путанице информационной и о какой-то хитрости, которая где-то может быть направлена и в отношении нас, но и мы-то тоже тут можем хитрить. Может быть, вы пытались уже решить какой-то вопрос и так, и эдак разными методами, но все время упираетесь. Тут как будто именно какая-то система. Тут неравные силы, мои дорогие, по какому-то вопросу. Вы сейчас очень ресурсная. Карта мага — это больше к вам относится. Вырез действительно ресурсный для того, чтобы решить какую-то многоходовочку, запутанную ситуацию. Причем для себя ее решить так, чтобы ваша жизнь пошла с правильной ноги. Чтобы какая-то башня, это у вас закончилась. Организовать именно свою жизнь, скорее всего, вам нужно в некотором как бы другом ключе. Для кого-то конкретно разобраться с документами, у кого-то разобраться с отчетами. Для кого-то совершенно будет необходимо переделать какие-то документы, что-то переписать. Много работы, много дел. Здесь самое главное — надеяться на самого себя. У вас сейчас очень благоприятный, будем говорить, период решить какую-то очень сложную ситуацию. Вот в чем вопрос. Это вам как сейчас идет в руки. Но у вас очень много эмоций. Вы можете ждать, что именно тот, кто обещал, откликнется. Или да, какая-то история, когда я вот поступала, как прежде. Оно вот теперь в конечном итоге, тут сила привычки еще, понимаете, вам отчасти мешает. Что оно вот все равно это во что-то да выльется, выстроится. А нам говорят, что да нет, тут надо явно что-то, документ переписать или отчет пересчитать, например, может быть и так. Что-то нужно переделать. Причем у вас явно будет помощник, который вам может где-то или морально вас поддерживать, и искусство мелких шагов. Тут какая-то история, которую быстро не разрешишь, она будет еще какое-то время продолжена, это точно, и явно не только в марте, а я бы еще сказала, может быть, до конца апреля. Тут быстро как-то вот на лад дело не пойдет. Ну, давайте второй. То есть к чему-то тут нужно не просто приготовиться, тут действовать пора, причем в рамках закона, и узнавать, может быть, как в отношении вас и работает закон. Но это нужно решить, какая-то, как затык какой-то, понимаете, как какая-то заноза. Вам нужно с этим определиться. Причем так, знаете, раз и навсегда. Потому что на кону уже это будущее, оно на будущее уже практически, мы говорим, как на пороге, но вы не можете, как, знаете, перешагнуть этот порог, или вы не можете переступить какой-то барьер, потому что нерешенные вопросы из прошлого, кстати, я такое допускаю. Потому что у нас такой период, когда вы могли столкнуться, допустим, есть какое-то дело, мои дорогие, любимые браки, правда. Когда вы уже думали, что это вообще это закончилось, это уже история, вот там уже, что называется, крест поставил. У кого-то это может быть с документами. Вот тут явно что-то либо с законом, либо с документами, пусть даже это отношения. Но вот тут какая-то несуразица, так и хочется сказать. И вот нам сейчас период тот, когда мы закрываем гештальты, и, может быть, это связано, что как Вселенная, для того, чтобы мы вперед пошли в будущее более уверенно, чтобы мы сейчас на берегу разобрались с какой-то историей, которая тянется из прошлого. Будь готов к неожиданностям. Второй знак судьбы. Для вас, ну, архиважно что-то привести к знаменателю. Может быть, и в соответствии с законом. Может быть, какой-то документ. Может быть, это какая-то проплата. Потому как нет смысла что-то оставить на авось, это точно. Вы как будто рискуете, третий знак судьбы. Тут нужно завершить и выбирать буквально новое направление, мои дорогие. Тут все три знака о чем-то об одном. Давайте еще. Паш жезлов — это что? Вы проходите непростой период, когда вы-то становитесь сильнее. Вам придется договариваться, правда? Посмотрите, две карты, по сути дела, пара.
Может быть, для кого-то это вопрос касается личной жизни. Тут два сильных человека, которые каждый сам по себе. И найдет коса на камень, потому что ни один, ни второй, как прогибаться, не желает. И весь вопрос возможностей стоит именно в дипломатии. Сумеете договориться — окей. Если не сумеете договориться, на лад дело не пойдет. Явно есть какой-то человек, который вам может помочь. Но тут ведь и не ждать, что он сам как-то проявится. Нет, с учетом рыцаря Пентаклей нам нужно видоизменить общение. Или как-то выстроить новую конфигурацию взаимоотношений. Или, в принципе, найти того человека, для того, чтобы решить какую-то задачу, который может вам дать либо дельный совет, либо буквально выручить деньгами. Иногда такое по рыцарю Пентаклей проигрывается, но это всегда, чаще всего, карта говорит о марафонском забеге. Вот смотрите, смотрим карты, как бы, да, наш таро-прогноз, таро-расклад, он на небольшой период, да, чуть больше недели. Но вот для вас эти дни, они такие знаковые, ключевые. Вам нужно с чем-то разбираться, себя настроить нужно на какую-то работу. Работу, пусть это будет связана работа, путешествие по этим инстанциям. Или когда вы на работе, может быть, какой-то документ переоформляете, или переделываете этот отчет, или с кем-то очень важными персонами беседуете. При этом важно не замечтаться и быть готовым постоянно к компромиссу. И тогда для вас больше возможностей откроется. Более того, к неожиданным новостям, к неожиданным событиям вокруг вас. Здесь может быть какая-то конфигурация, ну, как обстоятельств непреодолимой силы. Вот к этому тоже нужно быть готовому. Вот вы становитесь в итоге сильнее. Возможностей очень много. Причем, знаете, настолько что-то вот как поставить точку. Не случайно этот период закрытия гештальтов, когда вам это перестанет вас мучить. Я допускаю, что тут у каждого свой какой-то вопрос, тема. Но явно по всем картам, вот первый наш, первый знак судьбы, он раскрыл какую-то сложную ситуацию, которая тянется энное количество времени. У кого-то дней, у кого-то месяцев, а у кого-то лет. И ведь тут никто не придет нас менять. Мы сами должны себя изменить или свое отношение к чему-либо. Вот смотрите, это у вас на личную жизнь. По этой карте мы ждем, просто ждем. Или для большинства, для тех, кто в паре, для у кого сейчас все хорошо, да, вот в отношениях. Скорее всего, карта будет говорить о том, что, ну вот, в принципе, в этот период такой недолгий, все идет в каком-то привычном ключе. Вы можете вместе строить планы, вы можете подумывать о том, чтобы куда-то поехать, для кого-то по аркану звезда – мы идем буквально к нашей мечте, сбываются наши мечты. Очень добрая карта. Для кого-то будет архиважно договориться, важные разговоры искренне. Ну, правда? Я говорила, глядя друг другу в глаза. Разобраться, да, в чем-то определенно стоит. Но для кого-то это будет и работа на дому, кстати, которая посредством интернет. Или вы хотите работать из любой точки мира. Иногда по аркану звезда и пространство, эфир, интернет, вопросы детей – для кого-то из вас радостные новости, мои дорогие. Вот для тех, кто в паре, у того, я тут вижу, знаете, это как, ну вот карта трансформации, с учетом этого тем более. Какой-то прежний период, все равно он присутствует в вашей жизни. Может быть, это вам нужно некоторые согласования провести. У кого-то, если правда, вопрос переезда, к примеру, потому что иногда по аркану звезда обозначает буквально расстояние, перемещение куда-то. Значит, нужно привести в порядок какие-то прошлые дела, чтобы дальше идти было как-то так с легкой ноги, да, или чтобы это было, ну, не так тяжело, чтобы не было каких-то обраток. И когда вы закрываете эти гештальты, вас буквально это радует. Но это, знаете, вы не один и не одна. Это именно для тех, кто в паре. Потому что вы просто, вот именно трансформация – это закрытие прежнего жизненного этапа. Но для тех, кто в сложных отношениях, тут вам явно нужно решать. Потому что у кого-то будет ожидание, которое слишком затянулось. Или одиночество, мои дорогие. У кого-то тоже затянулось. Давайте с другой колоды. Совет Таро по личной жизни. Карта силы, карта жизненной активности, энергия, пересмотра, потому что сама по себе, как и креативное мышление, будем говорить, или
это творчество у кого-то будет так проигрываться, или это, знаете, мы как замотивированы, нам хочется что-то осуществить. Значит, для кого-то эта карта будет говорить, что возможно новое знакомство для тех, кто один или одна. Но для этого вам нужно все-таки как-то и видоизменить свою либо позицию, либо отношение, либо как вы знакомитесь, но прекратить ожидания это точно. Расширить горизонты, впустить в свою жизнь новых людей, может быть и так. И пока мы это не сделаем, как будто оно и не пойдет на лад. Мы постоянно будем окунаться в какие-то воспоминания или в сложные ситуации. А для кого-то из вас, мои дорогие, правда, хочется сказать, отправляйтесь в путь. Пусть бы даже недалекий, потому что может говорить о возможном знакомстве именно в дороге. Но для тех, кто в сложных отношениях, здесь тогда, ну, надо явно что-то переделать. Трансформация, она не говорит, что что-то завершается, но она будет говорить, что так, как было раньше, оно точно не будет. Либо мы договариваемся, меняем что-то, либо, ну вот, будут, видимо, те события, или, может быть, человек примет такое решение, что-то стремится к завершению. Что ваши планы, что ваша работа, карта Луна? Может быть, и правда работа на дому. Но это тысячи неопределенностей. Вот интересно, что ваши планы? Но здесь что-то быстро не меняется. По двойке пентаклей. У кого-то может быть, как ваши планы, освоить новую профессию или договориться с кем-то. Планы есть, но то, что это может быть осуществлено быстро, маловероятно. Смотрите, старше еще один аркан. Очень символично. У вас как и по части личной жизни, так и по части ваших планов, творчества, бизнеса. Вы приближаетесь вот к этому пороговому значению, как между прошлым и будущим. Хотим мы того или нет, но внешние события на нас будут влиять. На нас еще и на вас, мои дорогие, будут влиять и люди со своими решениями, со своими мыслями. Но самое главное– это карта выздоровления, избавления от боли, от страданий. Может быть, вот вы сейчас вынуждены много работать. И по аркану Луна непонятно, получится у меня что-то из этого или нет. Кто-то из вас сейчас, мои дорогие, ведь вы люди, которые наделены эмпатией, вы добрые люди. И вот приходится выдерживать какую-то по работе напряженность. Может быть, буквально вкалывать до седьмого пота. Много эмоций, множество каких-то неопределенностей, потому что внешняя обстановка такая, знаете, какая-то непонятная, не то завуалирована специально, не то на вас влияют обстоятельства, в которых вы находитесь. Поэтому мы как будто в сумерках. Вот вы можете чувствовать, что вот я сейчас действительно как в забытии какое-то. Оно мне надоело. В забытии, может быть, у кого-то пауза и по личной жизни, у кого-то по работе. Вот такое не разбери, поймешь. И я словно вот этот жонглер, который уже устал в двойном балансе. Да, мало того, что у кого-то недостаток и по финансам, как будто мы жонглируем вот этими двумя пентаклями, так еще и на качелях. Вот мне эти качели какие-то по работе надоели. Может быть, проработал много, работы сделал много или сделала, а эквивалент 2 пентакля. Но вот эта история, она у вас заканчивается. Вы действительно сейчас зависите от внешних событий. Здесь что-то идет к завершению, хорошо. А что же будет дальше, по вашим планам, по работе? Выбор какой-то вам будет скоро, ну, как необходимо делать. Но ваш выбор, понимаете, вы многим, может быть, помогаете, или вы кому-то оказываете помощь. Много тратите время на что-то, что явно к делу не относится. Вот пересмотрите. Потому что вы теряете свою энергию вот именно так. И вместе с этой энергией почему-то уходят финансы. Поэтому тут нужно заниматься только тем, что, вы знаете, быть очень таким жестким, может быть, и холодным по части решений. Много эмоций у вас. И, может быть, я не исключаю, кто-то на этих эмоциях, да точно, каждый раз выезжает. А вы отдаете свою силу, а ничего не получаете взамен. Вот это странно, это касается именно работы. Это как искаженное восприятие, а на самом деле все ведь по-другому. На самом деле, мои дорогие, у вас победа на кону. Я искренне желаю, чтобы у вас вот именно до конца февраля какая-то история и разрешилась, потому что победа, как будто победа будет, но вы, мои дорогие, рискуете ее, как знаете, ну, не то что упустить,
а включиться в какой-то процесс, работу, думая, может быть, что ну вот я сейчас ресурсен, да, когда аркан победителя выпадает, а между тем мы должны это переложить на какую-то последующую траекторию, на будущее. Побудьте кошкой, которая гуляет сама по себе по работе. Никому не рассказывайте о своих планах. Идею можно украсть. Люди сейчас занимаются каждый своим каким-то делом, интересом, играют, знаете, в какие-то игры, а вам туда не надо. Вам самое главное по работе не участвовать ни в каких играх и никому не говорить, что вы собираетесь делать. Включите на максимум, на максимальную громкость свою интуицию. Прообраз фонаря у отшельника не что-нибудь, как наша интуиция. И интуиция, по сути дела, это наш пережитый опыт, грустный, сложный, который нам будет говорить: туда не ходи, дорогой, потому что там ничего хорошего. Ты уже был, все видел, знаешь, и это будет только какое-то дежавю. И интеллект, холодная голова, больше ничего. Вот верьте в себя. Тут почему вот я начала, что именно как кошка, которая гуляет сама на себя, по себе. Это карта ментора, это карта коуча, это карта того человека, который абсолютно не предвзятен как и к людям, но и сам находится в независимой ситуации. Почему? Потому что его невозможно купить на какие-то дифирамбы и добрые слова, и точно так его невозможно расстроить. Вот побудьте таким беспристрастным человеком, хотя вы многое пропускаете через эмоции. Ведь правда, у вас именно через эмоции, как затык какой-то, какая-то заноза идет. Либо это будет связано с людьми, либо ваше включение в какие-то процессы, которые вам не надо. Вот вам туда не надо. Вот есть какие-то направления, люди, когда вам сначала нужно что-то стабилизировать, когда прояснить, может быть, и по закону, я не отрицаю. А после этого как набрать самому себе силы. Набрать эту силу вам сейчас ничто, по сути дела, не мешает. Вот вам надо, может быть, вы сейчас только эмоции на вас, сейчас много эмоций давит, но более вот таким холодным умом, никому о себе ничего не рассказывать. У вас могут даже тут выпытывать, потому что люди строят какие-то свои прожекты и где-то пытаются в виде вас иметь запасной аэродром. Примите это к сведению. Выглянет солнце, у вас аркан Луна, и все встанет на свои места. Пройдет еще немного времени, и вы можете узнать о некоторых людях то, что сейчас тоже скрыто. Но все равно это карта мудрости. Мудрости, и мы идем вперед. Эта карта будет говорить о том, что какие-то шаги вам нужно пройти словно осторожно. Вот как этот отшельник с фонарем. Финансы. Точно отшельник с фонарем. Королева жезлов. Хоть это энергии такие огненные. Здесь я могу допускать, что, кстати, человек какой-то, который рожден под знаком зодиака стихии огня, все-таки на финансы, да? Мы только говорили про отшельника, и я достала эту карту. Человек вам о себе многого не расскажет. Это те люди, которые умеют, кстати, свои планы хранить в тайне. Они будут вас слушать, они будут с вами говорить, но ни о чем. Свои планы они держат в секрете. Да, они умеют хранить и чужие секреты, это точно. Но что отличает королеву жезлов? Она правильно работает с информацией, и она правильно распоряжается деньгами. Поэтому вы-то не можете просчитать чьи-то чужие планы. Тут явно в ваших финансах, как ни крути, присутствуют чужие планы. А нужно вам, как вот этому отшельнику, чтобы вы сами в своих планах участвовали. Есть какая-то, может быть, персона по части финансов, которая, ну, как будто из-за нее у вас случился какой-то тупик. Может быть и так. Карта будет также говорить, ты сам примерь на себя, рак, как будто вот такую маску вот этой королевы жезлов, да, она очень притягательна. И вам, мои дорогие девочки, для кого-то из вас будет проще договариваться с мужчинами. Примите это к сведению. Это правда. Мои дорогие мужчины, может быть, тут обратная ситуация. Вам легче будет найти взаимопонимание с женщиной, может быть и так. Но это если мы говорим вопросы именно по работе или по вашему бизнесу, или какие-то официальные лица, вы можете прочувствовать человека. Поэтому какой-то и тупик у вас может быстрее закончиться. Но карты нам говорят, что ты должен быть на своей волне или вот этой самой кошкой, потому что
тебе сейчас задача выйти из какой-то финансовой ситуации. Уже опять же на кону. Вот это победа, посмотрите. А это карта финансового успеха практически, когда деньги есть. Но это совершенно холодная голова. Вот вам как будто нужно по финансам решить какой-то вопрос, и это все в вашей власти. А после этого вы можете взять передышку. Но ненадолго, потому что на кону перемены. Что ждет в финансах? Да, будет какая-то следом пауза. Поэтому нам и говорят: приведи мысли в порядок. И мысли в порядок не должны до бесконечности, да, приводиться. У нас ведьмочек колода прилегла, да, подумать, а почему-то тут уже и паутина. То есть не подзастрять дважды, нам говорят, в какой-то прежней ситуации. Тут нужно что-то решать. И дальше организовывать свою жизнь по-новому. Кстати, я могу предположить, у кого-то на финансы вот как две полярные энергии. У кого-то может быть и две женские карты. А вас могут сплетничать, мои дорогие. У вас могут что-то выведывать, выпытывать. Вы можете находиться в центре внимания. Есть такой момент. Вот поэтому, может быть, дважды вам нужно быть вот таким отшельником на какой-то период времени. Но в основном очень теплая и добрая карта, когда мы себя реализуем, свои возможности, когда правильно распоряжаемся финансами, ведь это карта того человека, который умеет сделать сказку былью. Вот вам задача сделать вашу мечту былью, буквально. И да, мы надеемся сами на себя по этой карте, но ведь для королевы Пентаклей она всегда идет вперед. Для нее нет ничего невозможного, потому что она великий практик. И ей свойственно вдохновение. Когда вот это вдохновение, которое из ниоткуда, казалось бы, приходит, и пусть в нее никто не верит, но она свое благополучие своими же руками и отстраивает. Вот у вас, знаете, вернуться в какую-то реальность, вот как будто нужно. И по части финансов. Может быть, и пересмотреть, кому вы помогаете, в каких проектах вы участвуете, в кого или во что вы инвестируете. Иначе вот должен какой-то тупик, пауза у вас закончиться. И пока мы не изменим как будто отношение к деньгам, это не деньги ради денег, нет, но вот есть какие-то нерешенные вопросы, которые вы должны закрыть. Может быть, у кого-то из вас это буквально какие-то большие платежи, которые нужно погасить. И тогда у вас будут к этому возможности. Либо человеку сможете найти в вашем окружении, который либо даст ценный совет. Может быть, это и человек ресурсный, я такое тоже не исключаю. Но в конечном итоге, вот если я говорила, чтобы жизнь пошла с правильной ноги, вот для вас конец февраля, начало марта– это как раз тот период. Так что же будет дальше? Вы как направление еще измените, вы что-то тут многое поменяете. Вот дальше, видимо, вот эти такие, знаете, непредвзятые отношения к чему-то, к кому-то, вот в этих энергиях отшельника, увы, вы какое-то время еще будете находиться. И кто-то может быть в паре, кто-то может строить даже новые отношения. Но я не могу сказать, что вы готовы будете расслабиться, что дальше. Нет, вот, видимо, вот эти энергии интеллекта и вот такого мудрого, холодного отшельника, они вам совершенно необходимы. Что же будет дальше? Трансформация, мои дорогие. Так и называется вот эта башня. У вас 2 старших аркана. Вы зависите от какой-то внешней либо ситуации, либо от внешних событий. Но это ведь, знаете, это всегда перемены. Это мы и сами что-то меняем, и это всегда освобождение. Вот именно в этой колоде карт посмотрите. Здесь подсказки вам будут приходить. Слушайте свою интуицию. Все то, что я сказала, для вас имеет очень важное значение. Как бы, может быть, не совсем так вот легко было это слушать, правда, я допускаю. У вас просто такие карты выпадают. Но мы сталкиваемся так или иначе с такими периодами жизни. Может быть, что-то подобное, как трансформационное, вы проходите теперь, как будто время уже пошло. Уже какой-то механизм трансформации был запущен прежде, и все события в вашей жизни не случайны. Будь то люди, будь то обстоятельства, планы, которые сработали и не получились, или какая-то финансовая история. И вот сейчас именно как пространство. Ангелы буквально, вот как этот ангел взял человека за руку и выводит. Именно вот из этой башни, которая через несколько мгновений будет разрушена от удара молнии. Приготовьтесь к тому, что будет дальше. Будут не просто события, обстоятельства вокруг вас, которые вас могут удивлять,
И причем это может быть, как информация, это для вас тоже может быть неожиданно, и внезапно, но это даже, как в средствах массовой информации мы что-то слышим. И вот нельзя что-то оставить на потом или отмахнуться, сказать: "Меня это не касается". Все, что вы видите, слышите, что буквально идет в вашу жизнь, здесь нужно понимать, зачем мне это нужно, почему сложилось именно так. Успеть как будто запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда. Поэтому, наверное, и холодная голова. Что же будет дальше еще? Ну вот снова карты нам перекликаются. Девятка кубков. Ой, девятка кубков, а здесь у нас девятка пентаклей. 2 девятки. Я хотела сказать, что перемены, вот вы сейчас как одну ступень перемен проходите, потом вторую. Но, мои дорогие, тут еще и третья будет. Но для вас это как путь наверх. Желания, мечты, счастье. Вот ваше направление. Но для этого вот эта холодная голова, период трансформации, период перемен. Для того, чтобы как? Новая дорога к счастью, к новому качеству жизни. Давайте карту совет. А вот не хочется по этой карте ничего делать. Правда, вот сидит человек и смотрит на 3 кубка. Все уже было, все уже проиграно. Все карты уже как бы разложены, все пасьянсы разложены. Может, и партии в шахматы тоже уже сыграны, но я так иносказательно. Явно есть, ну, что нас внутренне, ну, как сожаление, как внутреннее уже разрушение, может быть. Иногда вот тут конкретно эгоцентризм, когда мы хотим или видим, ну, продолжение истории только в нашем каком-то ключе. А тем не менее нам нужно вот из этих разочарований выйти. Нам самое главное как будто обернуться и увидеть возможность. Пока мы не обернемся, мы и не увидим. Тут, правда, от ваших решений, от ваших действий многое зависит. Опять же на кону. Изобилие, процветание, перспективы, уверенность, традиции, мои дорогие. Здесь счастье сейчас на вашей стороне. Но, видимо, самому себе надо помочь. Не кому-то, а самому себе. И начать вот с мелких таких шагов. И опять же, возвращаясь к карте «Отшельник». Вы сами себе сейчас не должны помешать. Наступает время правильно расставить приоритеты, правильные выборы сделать на последующий период времени. Потому что на кону у вас слишком многое стоит. Это совершенно кардинально, я бы сказала, в дальнейшем будет менять как и вашу жизнь, так и отношение к обстоятельствам, а возможно и к людям. Перекладывайте на себя, мои дорогие, не совсем простой прогноз. Вот, кстати, сделала вы ведь 4-й уже знак зодиака, вот как, да, я сделала видео. И у каждого знака зодиака какой-то свой затык, какая-то своя ерунда. Может быть, и правда это такой период трансформации, который мы проходим по планетарным транзитам. Поэтому плюс-минус перекладывайте на себя. Благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, досмотрели вот это видео. Я вас люблю. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте мои публикации. И сами вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.